Смотрите, вот здесь у нас мангал в центре, столик, на котором удобно все разложить, и скамеечки по всему периметру, поместится много людей. Этим могут пользоваться все жители комплекса, это все бесплатно. В высокий сезон это будет не очень приятно. Жарко. О, здесь жарко и пахнет очень деревом. Это, может быть, не очень нравится. Мне, например, это не нравится. Привет из Турции! Сейчас мы находимся в Саларе. В своем инстаграме мы часто показывали вам наш жилой комплекс, и вы постоянно нас спрашиваете, где это находится, как он выглядит, просите показать подробнее. И вот, наконец, мы решили сделать целый ролик о нашем комплексе Орион Сити. Покажем, что у нас здесь есть внутри, какие есть услуги, какие развлечения. Это обычный жилой комплекс, таких в Турции сейчас сотни. Вы можете просто смотреть и ориентироваться на то, как будет выглядеть такой же комплекс, например, в Махмутларе, в Алании, в других вообще городах. Они все очень-очень похожи. Это никакая не реклама, нам вообще нет интереса, чтобы сюда приезжало много людей. Мы просто здесь живем и хотим показать вам, как можно жить в Турции, в каких условиях, что вы получите, если, допустим, откажетесь от квартиры в России и обменяете ее на квартиру в Турции. О ценах поговорим чуть позже, о ЖКХ тоже. Сейчас мы вам просто покажем, что вообще здесь есть. Турция – одна из самых безопасных стран в мире, но в жилых комплексах все равно предусмотрена круглосуточная охрана. Чужие люди на территорию пройти не смогут, разумеется, если это не ваши гости. Комплекс Орион Сити Авсалар состоит из 10 корпусов, расположенных вокруг бассейна и зеленой территории. К любому из них можно подъехать на машине. Вот тут у нас спортивные площадки, можно поиграть в футбол, баскетбол и большой теннис. Но нужно иметь свои ракетки и мячики. Если бы мы знали, что так надолго тут застряли, мы уже бы, наверное, купили теннисные ракетки. Помимо охраны у нас по всему комплексу еще и вот такой высокий забор, то есть никто никуда не пролезет, тут вообще можно не волноваться. По всей территории установлены камеры видеонаблюдения. Вот тут есть агентство, можно заказать трансфер в аэропорт или в соседний город, плюс экскурсии, а рядышком ресторан. Сейчас ресторан не работает, но в высокий сезон его должны открыть. Вся территория комплекса засажена цветами, пальмами и сочной травой. Работники постоянно поддерживают порядок, совсем как в отелях. Вот сейчас я присела за столик в тенечек рядышком с кафе. Пока оно не работает, возможно, это из-за того, что сейчас низкий сезон, людей здесь почти нет. Но вообще там предлагают напитки, мы взяли кофе, соки, какие-то закуски. Кафе расположено прямо у бассейна, то есть можно что-то взять и пойти отдохнуть на лежаке. В центре комплекса находится бассейн, один большой, глубокий, и второй детский. Бассейны тоже постоянно чистят, причем делают это в промежутке с 22 часов до 8 утра, совершенно бесшумно и незаметно, хлоркой не пахнет. Территория вокруг тоже всегда безупречно чистая. Еще один бассейн закрытый, он сейчас не работает, потому что лето, но когда прохладно, он наполнен. В этом сезоне повесили везде информационные плакаты с правилами пользования бассейном. И лежаки тоже расставили по новым правилам на расстоянии 1,5 метров друг от друга. К мерам предосторожности в этом сезоне отнеслись серьезно. Не только в нашем комплексе, вообще по всей Турции. Вокруг бассейна расставлены души, лежаков очень много, хватит вообще на всех. Бассейн работает у нас с 8 утра до 10 вечера. Еще у нас есть беседки, в которых оборудованы зоны для барбекю. Посмотрим, что там внутри. Такие беседки есть в крупных комплексах вроде нашего, а в тех, где одно здание, их может не быть. Смотрите, вот здесь у нас мангал в центре, столик, на котором удобно все разложить, и скамеечки по всему периметру, поместится много людей. Вот здесь вот раковина, можно помыть руки, там овощи, что-то еще, мыло вот висит, все удобно для отдыха. А пока жарится мясо, можно поиграть в шахматы.
еще одна беседка, а рядом такие дорожки для прогулок. Можно прохаживаться, отдыхать. А вечером они классно подсвечивают. Смотрите, тут растут маленькие апельсинки. Ну, пока еще совсем маленькие, скоро будут большие. Теперь идем смотреть, что есть внутри. Заглянем под крышу общей территории комплекса Орион Сити. Теперь посмотрим, какие развлечения есть у нас внутри. Этим могут пользоваться все жители комплекса, это все бесплатно. Вот, например, теннисный стол, ракетки можно попросить и потом вернуть. Свои покупать не обязательно. Вот второй теннисный стол. Здесь прохладно, играть комфортно. А вот здесь за дверью как раз закрытый бассейн. Сейчас он не наполнен, потому что на улице жарко, работают открытые бассейны. Но когда мы только сюда приехали, он работал, и здесь было очень комфортно, тепло, хорошо. Вот тут у нас находится что-то вроде ресепшена, здесь можно сидеть, очень хороший интернет и есть развлечения. Тут же рядом кабинет управляющего комплекса, к нему можно подойти, если возникли какие-то вопросы или проблемы, он все поможет, решит, подскажет. Вот смотрите, какая комната развлечений, здесь массажные кресла, вот там боулинг, здесь кафешка, дальше там у нас есть кинотеатр, мы ни разу не ходили, не знаем, что это вообще такое, что там происходит. Это кикер, обожаю кикер. Здесь нужно взять жетончики, это все платно, но как-то не очень дорого. Здесь у нас хоккей и вот там этот баскетбол, какой там, воздушный. А вот здесь еще игровая зона, стоят телевизоры, креслица и приставки тут можно играть, за всякие эти штучки. Сейчас там выключен свет, не видно, но там вдалеке еще детский клуб. А рядом с ресепшеном еще находится спортзал, хамам, сауна и вообще комплекс бань. Сейчас туда пойдем покажем. А еще тут есть бильярд. Мы пока не играли, но это тоже бесплатно, и можно играть сколько. В общем, скучать вам тут точно не придется. Ничем не хуже отеля. Вот здесь находится салон красоты, можно подстричься, сделать маникюр и там другие какие-то услуги. Сейчас посмотрим цены. Маникюр и женская стрижка, например, всего 400 рублей с небольшим. Даже дешевле, чем в городе. Вообще, мне кажется, очень-очень хорошие цены. А еще в современных жилых комплексах Турции обязательно есть спортзалы, беговые дорожки, велотренажеры и качалка. Спортзалом можно пользоваться безлимитно и бесплатно. Посмотрите, беговая дорожка и какой вид. Прикольно. А вот здесь вход в банный комплекс. Там находится сауна, хамам и паровая комната. Сюда сходим вечером. На всей территории комплекса работает бесплатный интернет. Причем сигнал такой хороший, что мы живем на 3-м этаже и до нас дотягивается, и мы можем прямо из дома сидеть в интернете. Но лучше всего ловит вот здесь, на ресепшене. Авто- и велопарковка на территории комплекса бесплатные. Есть прокат электромопедов. А сейчас мы сделаем еще мини-обзор нашей квартиры. В каждом комплексе есть лифт. За чистотой и порядком регулярно следят сотрудники. Вот тут у нас домофон с видеонаблюдением, а вот это счетчик. В нашем комплексе свет мы оплачиваем по карточкам. Вот такую карточку нужно пополнять в кафе у бассейна. Сюда закидываем деньги и потом прислоняем к счетчику, и он нам показывает, сколько у нас денег на балансе. Потом мы видим расход и в нужный момент пополняем. Еще мы отдельно оплачиваем воду, это уже по квитанциям, они приходят раз в месяц, а квартплаты здесь нет. Вместо нее в Турции айдат. Айдат это примерно 25-35 евро в месяц, в зависимости от того, какой у вас комплекс. В эту сумму входит все обслуживание, охрана, развлечения, ваше место на пляже, парковка, все то, что мы вам показывали, все это входит в стоимость айдата. Сделаем небольшой обзор нашей квартиры. Мы перед тем, как снять эту студию, смотрели несколько вариантов и заметили, что почти все они обставлены одинаково. То есть вы будете снимать и, скорее всего, получите то же самое, что и у нас. Поэтому будет полезно сейчас вам все показать. Здесь кухня, наполнение почти всегда одинаковое.
дома холодильник, плита, очень часто стоят посудомоечные машины и, конечно, есть стиралка. Посуда, кастрюли, сковородки, это всегда все есть. Ну, здесь у нас зона отдыха, диванчик, телевизор, спальное место, наверху кондиционер. Но единственный минус, если вы едете в Турцию отдыхать, например, зимой, да, на Новый год, учтите, что вот эту вот комнату нужно будет отапливать кондиционером. Это, может быть, не очень нравится. Мне, например, это не нравится. В ванной комнате обычно душевые, а не ванны, и сантехника всегда хорошая. Тоже они всегда выглядят везде одинаково. Еще у нас есть балкон. Пойдем на балкон, и я расскажу, какой здесь главный минус. Тут есть минусы. Почти во всех таких комплексах есть балкон, он большой, на нем хорошо отдыхать. Вот такой вот у нас вид на бассейн. Мне кажется, это что очень здорово, очень красиво, это действительно так. Но когда здесь высокий сезон, долго бегают дети вечером, это все слышно. Слышимость здесь просто вообще отличная. Я думаю, что вот сейчас я говорю, меня слышат соседи все вокруг. Здесь вообще любой шорох слышно, делают эти квартиры со щелями. Это, с одной стороны, хорошо, потому что плесень не заводится, но с другой стороны, вот в высокий сезон это будет не очень приятно, может быть. Здесь всегда громко, шумно и кто-нибудь плещется в бассейне. Но зато видно море, а это очень-очень хорошо. У нас солнечная сторона, поэтому на балкончике можно отдыхать, загорать, и белье тоже хорошо сохнет. В общем, плюсов здесь больше, чем минусов. А теперь пойдем кататься на горках. Забыла сказать, свою квартиру мы снимаем меньше, чем за $10 в сутки. Теперь пошли кататься на горках. Горки у нас работают с 14 до 16 часов. В маленьких комплексах их может не оказаться, но обычно все-таки бывают. А пока я тут развлекаюсь, расскажу о ценах. В Турции можно купить студию или однокомнатную квартиру у моря за 27-30 тысяч евро. На этапе строительства еще дешевле. И это с отделкой и кухонной мебелью. В нашем Орионе продают вторичное жилье, тут дороже. Студия, как у нас, сейчас стоит от 40 тысяч евро. Уверены, что жить в Турции понравится многим, особенно семьям с детьми и пенсионерам. Спокойно, безопасно и просто очень хорошо. Тут родители разрешают малышам играть на улице без присмотра. А еще в Турции чудесный климат, низкие цены и много чего еще. Задумайтесь, как можно улучшить качество жизни, сменив одну квартиру на другую. Поначалу мы даже загорелись идеей продать квартиру в Питере и на те же деньги купить апартаменты в Турции. Жить у моря гораздо дешевле и лучше, чем в России. Правда, уже передумали. Если вам интересно узнать почему, можем снять видео о плюсах и минусах переезда в Турцию. Кайфовенько! Ну а теперь отправляемся в банный комплекс. Приятное завершение дня! Вот здесь у нас сауна, а с этой стороны хамам. В хамаме я не была ни разу в жизни, поэтому мне вообще очень-очень интересно. Сначала пойдем в сауну. Ох, здесь жарко и пахнет очень деревом. Так клево, мне нравится. А теперь отправляемся в традиционную турецкую баню. Она поделена на две части. В первой комнате расставлены диванчики и столы. Можно пить чай, отдыхать всей семьей или компанией, наслаждаться фонтаном и восточной атмосферой. Цветные лампы, приглушенный свет, красивая музыка. Тут очень здорово. Внутри тоже царит восточный колорит. С османских времен хамамы в Турции внешне почти не изменились. Все те же мозаики, дерево, мрамор, резные краны и черпаки. За дополнительную плату можно заказать массаж или спа-процедуры. Цены начинаются от 10 евро. Одно из важных преимуществ современных жилых комплексов Турции – близость к морю.
Наш Орион Сити находится в 5 минутах ходьбы от пляжа. В жару это спасает. Но многие комплексы Авсолара, расположенные подальше, организуют бесплатный трансфер на пляж несколько раз в день. Так что не пропадете. Еще Орионам принадлежит участок пляжа с лежаками и зонтиками. По пляжной карте ими можно пользоваться бесплатно. Причем они стоят на хорошем участке. Мы недавно делали обзор всех пляжей Авсолара. Сейчас перед вами появится ссылка. Посмотрите это видео, если планируете поехать в Турцию в отпуск или просто пожить. Надеемся, что наше видео вдохновит вас на путешествие или переезд к Средиземному морю. Поддержите нас лайком, мы стараемся для вас. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще много интересных выпусков.